Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром европейского футбола, да, не английского. Я прилетел в Италию, я нахожусь на севере страны, в городе Комо, где на стадионе Джузеппе Сенегалия местный клуб Комо 1907 сыграет с клубом Südtirol, представляющим серию Б. Я очень надеюсь, что и команды смогут порадовать интересным футболом, и болельщики тоже смогут отметиться. В общем, вы тоже настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании видео, вот вам QR-код для этого. Ну и погнали, нас ждет Комо Südtirol, будет интересно. Комо – небольшой городок, расположенный на южном берегу одноименного озера на севере Ломбардии. Этот город считается главным транспортным узлом и столицей региона озера Комо. В самом Комо вы найдете богатое историческое наследие. От великолепного кафедрального собора Дуомо, который строился несколько веков, до средневековых стен и старинных площадей. А его набережная – это идеальное место для старта круиза по озеру, с которого открываются виды на роскошные виллы и горы. А еще, будучи в Комо, просто необходимо воспользоваться фуникулером, чтобы подняться в Брунато, откуда открывается лучший панорамный вид на город, озеро и окружающие их Альпы. Вот так выглядит карта Брунато, того, что находится над городом Комо. Вот линия фуникулера, вот его станция, она у меня сейчас за спиной. И здесь можно неплохо прогуляться, живописные виды гарантированы, а в конце вас будет ждать, да, здесь есть маяк Фаро Вольтиано, и туда прогулка обещает быть живописной. Занимает она порядка 35 минут. Предлагаю туда и направиться. Кстати, вот что еще здесь нас встречает. Конечно же, реклама Комо 1907. И вот они как раз указывают туда, маяк там. Чтобы вы понимали, за топовыми пейзажами даже далеко отходить от станции фуникулера не надо. Во-первых, вот прям отсюда, с площади перед фуникулером, открывается вот такой прекрасный вид на стадио Джузеппе Сенегалия, собственно, на котором играет Комо 1907. Ну, либо можно зайти за угол и... Смотрите, какая красота тоже. Холмы, горы. Где-то там вдалеке Милан. Но это не точно. А нас ждет маяк, вот он, где-то вот там на холме, поэтому запасаемся водой и отправляемся в путь. Порядка 25-26 минут подъема, не самого легкого, все-таки тут как-то кислорода не хватает. И мы на месте. Вот он, маяк Фаро Вольта или Фаро Вольтано, там он по-разному вроде как называется. Красота. Такой вид открывается отсюда с маяка. Внизу озеро Комо. Там вдали крутые виллы, на которых регулярно проводятся свадьбы и прочие мероприятия на 1000 и больше человек. Каждый вечер оттуда запускается просто там бесконечное количество салютов. Играет громкая музыка. Ну и просторы Северной Италии тоже перед нами. Хотя какой Северной Италии? Где-то вот там уже Швейцария. Здесь все близко. Как по мне, очень даже живописное место. Действительно, стоит сюда подняться. Жаль, отсюда не видно самого города Комо и стадиона. Но, опять же, повторюсь, от фуникулера обзор тоже топовый. Кстати, еще приколюха. Очень люблю ходить по сувениркам в Италии, потому что здесь повсюду продаются такие полотенца, фартуки с разными итальянскими приколами. То есть, например, вот есть итальянские вина и пасты. То есть это в зависимости от регионов, какое вино популярно, какая паста, все это здесь есть. Это просто блюда вторые, так сказать, всякие ризотто. Есть, например, вот такой фартук с разными традиционными блюдами. Вот, например, вот здесь в Эмилии сыры. Мы находимся в Ломбардии, здесь тоже определенные виды сыра, какие-то там ризотто а-ля миланезе и прочее. Здесь просто перечислены достопримечательности, то есть самые красивые места, там Дуомо, собор в Милане, понятно, Венеция, Пизанская башня, Римский Колизей и прочее. Мой личный топ, конечно же, это Италия дель Кальчо, то есть итальянские футбольные команды на карте страны. Лацио,
Мы здесь в Комо. Вот, собственно, Комо, Аталанта Бергамо, Миланский Интер, Милан Брешия, ныне упокоившаяся. Если вы не знали, то команда обанкротилась, Брешии больше нет. Так что, если вы не смотрели мое видео с их стадиона, с моего визита в Брешию, то обязательно посмотрите. Ссылка в описании и в углу экрана. В общем, классные карты, прикольная тема, прикольная традиция. Вот такие сувениры мне по душе. Ну и котики, конечно, тоже. Видите, можно прийти сюда и погладить котика. Еще из приколов Комо, здесь вот в терминале фуникулера есть вендинговые машины, в которых за 10 евро можно купить баночку с воздухом Комо. Пожалуйста, вот здесь банка с воздухом озера. 10 евро. Дело старины Остапа Бендера, как видите, живет и процветает. Какая Италия без вкусной еды, и уж тем более без пиццы? Ну, конечно, это не Италия, поэтому, приехав в Комо, я первым делом пошел поесть, по рекомендации своих друзей, одну из самых лучших пицц города. Заведение называется Кому Кафе. Вот у меня название за спиной. Находится буквально в 2 шагах от набережной города. Ну и вот что я здесь взял. Вот такая пицца с мясом, с грибами, с помидором и сыром стоит 13 евро. Вот такой набор из прошутто и моцареллы стоит 14. Ну и пиво по 7 евро, окей. Все-таки это Италия, не самая пивная страна. В общем, happy birthday to me. Да, я не говорил, но у меня сегодня такая днерожденческая поездка. И, в общем, всем отличного настроения. Ну а меня с днем рождения. Пиво Хайнекен, конечно, такое себе, но что делать? В общем, сейчас будем наслаждаться пиццей, не сомневаюсь, что она вкусная. Итак, дегустация пиццы, друзья. Смотрите, вот вы только сюда посмотрите. Мясо, сыр, грибы. Потрясающе. Тончайшее тесто. Это очень вкусно. Однозначно рекомендацион, и большое спасибо тем, кто нам сюда подсказал зайти. Заведение реально топ. В общем, будете в Комо, захотите вкусно поесть, причем не, относительно города, недорого, очень рекомендую Комо Кафе. Стойкий лайк. Гуляя по центру Комо, наткнулся на магазин Комо 1907. Совместно с Адидасом. Можно посмотреть, что здесь торгуют. Ну, магазин, видите, небольшой. Вот сразу адидасовские олимпийки, шорты. Вот комплекты формы. Домашняя футболка стоит 110 евро. Симпатичная, но как бы прайс что-то как-то too much. Гостевая. Видно, 3-й комплект. Тренировочные какие-то. Майки, безрукавки. Вот такое тут панно висит в магазине. Видите, игроки Комо плывут навстречу серии А. Вот такие белые кеды Комо стоят 85 евро. И такие более прикольные стоят уже 249. Разрисованные вручную. То есть это вот не просто какая-то заводская работа, а прям вот крафт. На стене висят футболки с автографами игроков. Собственно, судя по надписям, как раз они подарены магазину, то есть это не на продажу. Здесь же наносят фамилии. Ну и есть еще один этаж. Сейчас посмотрим, чем торгуют там. Ну, здесь тоже, видите, разные шмотки. Вот, например, 40 евро вот такие прикольные адидасовские шорты. Комо. Кепки, олимпийки, футболки. В общем и целом, видите, небольшой такой магазин, бутик. Классная, кстати, фотка стадиона. Что-то пока что я не видел главного для себя, сувенирки, ни значков, ничего подобного здесь пока что вот мне на глаза не попалось. Ну и вот выходим из магазина Комо, из официального, и буквально в паре десятков метров от него есть Комо 1907 фан-шоп. Мы заглянем сюда, здесь, мне кажется, уже поприкольнее будет выбор. Видите? На стене фотки. Прикольно. Видимо, тут бывает и жгут пиротехнику. Здесь уже намного более прикольный ассортимент. Есть тут стаканы, есть какая-то канцелярская утварь.
Есть кепки, панамы. Вот такая классная джинсовая панама стоит 25 евро. Есть шапки, украшения. Вот, я так понимаю, вот это запонки за 49. Вряд ли это значок такой дорогой. Тапки, очки, шарфы. Ну и здесь есть значки, что самое главное, вот значок с логотипом Кома стоит 5 евро, его я точно возьму. И продолжу дальше смотреть, что здесь есть вот шоперы, нашивки, классно смотрятся, тоже 5 стоит. Есть уже более качественный, более приятный мерч, вот такие казуальные свитшоты по 50 евро, топчик. Футболки, ну, кстати, тоже вот аккуратная такая нашивка на рукаве Комо. Смотрится очень классно, опять же, идет 35 евро. Кайф. Ну, вот видите, есть много таких стильных, приятных вещей. Ну, максимально простая футболка, тоже логотип Комо. Это прям вот такие, что вот просто взял и на сектор. Есть просто топовейшие поло, тоже, видите, прям с вышивкой Комо. Идут по 40 евро, смотрятся очень классно. Ну и вот кепки, сиденья для стадиона. На стадионе нету крыши, и, наверное, хочется сидеть больше в комфорте, когда вот грязно. Идут по 17 евро. Прикольно. Вот тоже. Стадион. Ну что, вот этот Комо 1907 фаншоп уже зачетный магаз. Значок есть. Можно идти на стадион. Вот посмотреть палатки просто на улицах старого города Комо, чем здесь торгуют. Шарфы местного клуба. Ну и, конечно, мерч из соседнего Милана, Интер, AC Милан. Тоже здесь продается. Ну, даже Ювентус каким-то образом сюда забежал. Естественно, кружечки вот эти вот такой печати, прям, знаешь, очень ну, прям классика, такая туристическая, да. Естественно, Веспа, или кто ну, там куда это, уж, да? Italian Style. Тоже вот шарфы внутри, магниты. В общем, это вообще такая союз печать. С сувенирами и футбольными также какими-то экземплярами есть. Если вы приедете в Комо на футбол и будете искать место для идеальной предматчевой пинты, то я настоятельно рекомендую вам заглянуть в бар Пино, расположившийся непосредственно за завороткой хозяев. Вот, собственно, это Курва Вест, собственно, западный сектор, на котором располагаются ультрас Комо. Центральная трибуна. Ну а тут озеро Комо. Все прям вот вообще максимально близко, рядом. Видите, перед матчем здесь много людей, все пьют пиво, все наслаждаются, вот сейчас август, наслаждаются прекрасной солнечной погодой. 0,4 бокал здесь стоит 5 евро, адекватная цена по меркам Комо. Ну, если что, Комо город не самый дешевый. В общем, сюда очень настоятельно буду рекомендовать перед матчем заскочить. Ну, тут прям атмосферно, сами видите. Здесь есть и прям такие олдскульные болельщики, есть и молодняк. Да, ультрас Комо, они сидят немножечко в другом заведении за углом, но что-то там как-то я даже снимать не рискнул. Ну, сами понимаете. На предматчевую пинту заскочили, по Комо погуляли, можно идти на стадион. Благо от фанатского бара до стадиона всего лишь нужно пройти мимо ангара, в котором на самом деле хранятся гидропланы. То есть вот здесь самолеты, вот здесь по сути взлетная полоса для гидропланов. Ну и вот стадион, вот вход, заворотка. Видите, это вот фанатский сектор фанатов Комо. И это просто временная конструкция. Такие орлы классные стоят вокруг всех этих ворот.
Нам дальше, мы сидим на центре, мы не на фанатке. Ну, банально, потому что с центра что фанатов хозяев, что фанатов гостей смотреть намного лучше, нежели если вы находитесь непосредственно прямо среди них. Такие очереди на вход на центральную трибуну стоит совсем недолго, минут 5 максимум. Проверяют билеты, проверяют документы, ну и дальше, мне кажется, абсолютно такой условный досмотр. Ничего серьезного. В сравнении с Вероной, конечно, небо и земля. Абсолютно символичный досмотр, и я внутри, банально похлопали по карманам, спросили, что в сумке, я открыл. Я внутри сумки, например, была сумка с микрофонами, все, пофиг, проходи. Дальше отсканировали билет на турникетах, и можно заходить на сектор. Собственно, вот так выглядит подтрибунка в прямом смысле. Вот трибуна. Ну, а здесь бар. Пахнет едой, грилем каким-то. Ну и вот заворотка. А там футболисты, видимо, вышли на поле, ибо прям народ оживился. Пиво Ла Комаска, то есть пиво Комо, стоит 5 евро на стадионе. Ребята, если вы не видели, посмотрите мое видео с матча Барнет FC, это 4-й дивизион Англии. Там пинта Гиннесса 8 фунтов, это больше 9 евро. 5 евро в Италии на стадионе клуба серии А. Помимо пива здесь можно взять шприц, стоит 7 евро. Есть кола Фанта за 4. Простая вода 2 евро, кофе 1,5. Также можно и перекусить. Панина стоит 6 евро, пицца тоже 6 евро. Есть хот-доги по 5 и попкорн за 4 евро. Ну и что круто, прямо здесь под трибуной есть и магазин с мерчом. Комо, такой же фан-шоп, как я показывал в центре города. Ну, понятно, ассортимент не такой богатый, и значков нету, что интересно. Но есть футболки, есть эти классные панамки, есть кепки, какие-то брелоки, ручки и шарфы. Все-таки базовые вещи. До стартового свистка 7 минут. Предлагаю пойти на сектор. Отзвучал клубный гимн, и тоже включились ультрас Комо 1907. Я постарался взять максимально близкий к ним сектор на центре. Я еще очень рассчитывал посмотреть на фанатов гостей, но так уж получилось, что сектор у них абсолютно пустой, никто не приехал. Так что сегодня у нас только фанаты Комо. Надеюсь, смогут порадовать каким-то качественным суппортом. Комо поставили пенальти. 10 минут всего прошло, а пожалуйста. Чтобы вы понимали, вот та половина заворотки, она обычно отдается гостям. Сегодня там нету ни единого человека. Не знаю, то ли это запрет на посещение, то ли у Südtiroler в принципе нет болельщиков. Не знаю. Если кто-то в курсе, пишите мне в комментариях. Пока что весь стадион, естественно, свистит. 1-0. И вот радуется, вот где-то там маленький сектор, вот там на центральной трибуне.
Все остальное понятно. Тишина. Ну и мне кажется, сейчас самое время немножко рассказать о раскладах. Комо на данный момент является представителем серии А, это элитный дивизион Италии, если кто-то не знает. Südtirol играет в серии Б, и что один, что другой являются середняками своих лиг. Более того, в прошлом сезоне, что Комо в серии А, что Südtirol в серии Б заняли 10-е места. В общем, какой-то символизм в этом есть, и вот их жребий свел в первом же доступном для них раунде Кубка Италии. Фанаты Комо очень даже бодро себя ведут, хорошо заряжают, но я вот читал в интернете, в принципе, говорят, что у них английский стиль боления, и вот, в принципе, довольно-таки заметно, заряды долго не звучат, немножко позаряжают, да и прекращают. Играет Комо на стадионе Джузеппе Сенегалья, вмещающем 13 602 зрителя и построенном в 1927 году. Ну и, если честно, сегодня даже вот невзирая на абсолютно пустой гостевой сектор, посещаемость остальных секторов тоже оставляет желать лучшего. Видите, тут на заворотке много пустых рядов. Почти весь тот центральный сектор пустой, но на самом деле, оговорюсь, там цены были абсолютно неадекватные. Самые дешевые места были по 60, по 70 евро. Сюда, на центр, на котором нахожусь я, билеты продавались по 35 евро. Собственно, потому я сюда и пошел, чтобы иметь возможность со стороны посмотреть на Ультрас Комо 1907. Но я еще надеялся, конечно, и на гостевых болельщиков посмотреть отсюда, но, вы видите, их нету. Ну, окей. Ну, в общем, навскидку, я надеюсь, 1008 сегодня пришло на стадион. Официальные цифры, я думаю, увидим, услышим позже. Пока что все внимание на поле. Ну или на сектор хозяев. Вообще, конечно, выбирая сектор на стадии Джузеппе Сенегалья, нужно хорошенько подумать, потому что везде есть свои плюсы и минусы. Заворотка, где вся движуха, где все фанаты, это, ну, откровенно говоря, временная конструкция. Выглядит она со стороны максимально пугающая. Ну, вот что-то типа того, что в Венеции мы видели, да и в Бреши почти, мне кажется, весь стадион такой. За центральной трибуной вообще есть дома, где, мне кажется, по аналогии с стадионами испанской Европы, Сант-Андреу, можно отлично выбраться на патио и смотреть оттуда футбол. Ну, а если, конечно, раскошелиться и пойти на ту трибуну, то, поверьте мне, у меня за спиной потрясающий вид. Там озеро Комо, там горы, там красота. Туда еще поднимемся в перерыве. А пока что футбол. Вот такая здесь пицца за 6 евро, ну, очень даже хороший, достойный кусок. Сыр, томат, ничего лишнего. Пробуем. А вкусно. Прям вот хорошо, по кайфу. Италия. Комо сравнивает 1-1.
Футбольный клуб Кома 1907, как вы можете догадаться из названия, был основан в 1907 году и за 118 лет своей истории какими-то серьезными достижениями похвастаться не может. Команда всего лишь 14 сезонов провела в элите итальянского футбола в серии А. Все остальное время проживая в более низших дивизионах. Но сегодня... За 2 минуты они забивают 2 мяча и уже 2-1 в пользу Кома. Вот это матч! Еще минута прошла. Третий мяч. 3-1. Чтобы вы понимали, просто вот буквально минуты до 40-й в Коме была какая-то сумасшедшая жара, 35 градусов. Сейчас все-таки начало вечереть, солнце ушло за гору. Команда проснулась. Огонь! Согласитесь. Нравится? Лайк ставьте. Если посмотреть на заворотку Кома, то там тоже не все так однозначно. На самом деле, вроде и звучит все это классно, есть флаги, есть какая-то движуха, но по сути весь движ создают только люди, сидящие вокруг вот этого баннера, флага Кома 1907. Мне кажется, вот вся вот эта сторона, все это крыло заворотки вообще молчит. Те, кто около дальнего края, тоже не особо активно участвуют в поддержке команды. А вот здесь, конечно, да, есть активное ядро. В общем и целом, Ультрас Комо на троечку где-то, наверное, сегодня стараются. Больше дать им не могу. Все прикольно, но и как бы слабовато. Сейчас у нас перерыв, счет 3-1 в пользу Кома, и можно просто оглядеться. И вот поверьте мне, здесь есть куда оглядеться. Я уже сказал, что для тех, кто находится на той стороне, открывается потрясающий вид. Вид, вот честно, это, наверное, самый живописный вид со стадиона, который я когда-либо видел за всю свою граундхопперскую карьеру. Ребята, пожалуйста, перед вами озеро Кома. Вид с трибуны стадиона. Я впечатлялся, я восхищался видом со стадиона Венеции, но, честно, там вообще просто ни в какое сравнение картинка не шла. Стадион, фанаты и одно из красивейших озер Европы. Достойно лайка. Ставьте сюда.
Кстати, еще один интересный факт. Если посмотреть на вот эти мачты освещения, видите, красно-бело-красное, красно-бело-красное. Сзади носок, показывающий направление ветра. В общем, я уже вам перед матчем показал то, что стадион находится рядом с ангаром для хранения гидропланов. Да, здесь есть взлетная полоса для гидропланов. И, по сути, видите, здесь обозначается мачта стадиона вот такими аэродромными расцветками, аэродромными цветами. На секундочку, остальные две мачты освещения, они уже окрашены в обычные просто вот серые цвета. Красно-белые только здесь. Qua sotto il sole, scivolati da scrivi per te, per l'amore che abbiamo per te, forza il cromo, magico cromo, torna ancora sì, gioia e dolore, forza il cromo, magico cromo, la nostra fede che mai tradirò, tutti d'estate siamo qua sotto il sole. Magico Como. Разве может быть более красивая нота, на которой можно и заканчивать это видео? Мне кажется, нет.